Привет всем! Ну что же, вот и пролетело очередное лето, на протяжении которого наша рубрика Dendy Memories находилась типа в отпуске. Но тем не менее произошло много других приятных и интересных вещей, например, такие как долгожданный выход Dendy Chronicles 9, новые выпуски на кухне, мы с Колей продолжали выходить в онлайн в Киномании Live, и даже этим летом ко мне наконец-то приехал Коля Пинкселдейл с Barrel Jumpers, который привез и подарил мне вот эту вот замечательную футболку, кстати, огромное за нее спасибо. И вот едва наступила осень, как у нас на улице, прямо, можно сказать, по расписанию резко похолодало. Но, тем не менее, на моей кухне все равно всегда тепло и уютно. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Я приглашаю вас к себе на Киноманию, дабы одаривать вас новыми воспоминаниями, связанными с Dendy. И на фоне недавних событий, связанных с выходом уже широко известной DuckTales Remastered от Capcom, мне бы хотелось поговорить сегодня об этой же самой игре, только об ее дендиском аналоге, но не о первой, а о второй части. А почему именно о второй, сейчас я вам расскажу. Итак, это Dendy Memories, в которой я рассказываю вам об игре DuckTales 2. Утиные истории. DuckTales 2. На самом деле об этой игре я помню не так уж и много, наверное, потому что мне просто в детстве не так часто удавалось в нее поиграть. Но что я могу про нее сказать наверняка, что это та самая игра, которая, наверное, чуть ли не единственная вообще из всех игр на Dendy, в которые мне посчастливилось поиграть, которая даже после многократных ее перепрохождений все равно реально не давала мне покоя. Не давала покоя своей лютой загадочностью, которую я все пытался познать с каждым годом, долгие годы. И долгие годы это познание от меня куда-то ускользало. Ну, обо всем по порядку. Собственно говоря, поиграл я впервые в эту игру, как и в большинство других широко известных игр на Dendy, тем самым летом того самого 1995 года в той самой деревне, в которую на лето приезжал тот самый Дэн со своей приставкой Dendy и привозил с собой вот этот вот картридж. Тот самый картридж, который я вам уже показывал в выпуске про Принца Персии. Кстати говоря, у Дэна был еще старший брат, которого звали Андрей, и они всегда приезжали в деревню вместе. Он был старше его буквально там на пару-тройку лет, и всякий раз летом они всегда приезжали вместе, и всякий раз брали с собой приставку Dendy, всякий раз с двумя картриджами. Да, вот это вот самая шестиигровка с Принцем Персии, Топганом, Русалочкой и DuckTales 2. И еще двумя такими шикарными вариациями последних двух игр, Супер Русалочка и Супер DuckTales 3. И второй картридж был, который они брали с собой, была наигровка Тома и Джерри. Но о ней мы поговорим как-нибудь в другой раз. Собственно говоря, первую часть DuckTales я не видел до самых 2000-х. И на приставке она не попадалась мне никогда, ну, в те времена. И даже было такое время, когда я реально думал, что ее не существует. Что вот есть DuckTales 2, еще есть Super DuckTales 3, но то, что Super DuckTales 3 это обыкновенная такая прокачанная вариация второй части, я в принципе понял достаточно быстро. Потому что она отличается от DuckTales 2 только тем, что в ней дают 9 жизней. Впрочем, как и в Русалочке, здесь же. И впервые я поиграл в первую часть уже намного позже, чем поиграл во вторую. И свое знакомство с этой дилогией я начинал именно со второй части. Но на момент того самого лета, когда приехали Дэн с Андреем, привезли с собой вот этот вот картридж, впервые, кстати, на тот момент у меня уже была своя приставка Лифа, вот эта самая Лифа, и на момент, когда они приехали, эта самая Лифа моя приказала долго жить и отправилась в ремонт. Да, вот она не проработала, вообще она проработала буквально месяца два, и по истечении этих 2 месяцев она вообще накрывалась очень интересным образом. Сначала работала нормально, а потом на каждом уровне, вот мне очень хорошо запомнилось это на игре Черный плащ, когда мы играли в Черный плащ, на каждом уровне весь абсолютно задний фон каждого уровня, каждой заставки превращался просто в хаотичную мусорную спрайтовую кашу. То есть можно было рассмотреть только персонажей, которые, кстати, изменениям не подверглись.
но подверглись страшным изменениям абсолютно все фоны, все заставки, но тем не менее во всем этом хаосе можно было прекрасно разобрать, как выглядят платформы, на какие платформы можно остановиться, на какие нельзя, где ямы, где их нет. То есть просто весь уровень преобразился, сохранил свои пропорции, сохранил свои очертания, но преобразился в абсолютный хаос 8-битный. И вот в этом хаосе мы пытались в нее играть с Ветером где-то, наверное, неделю или может быть 2. Пока в конце концов приставка и вовсе перестала запускать какие бы то ни было игры, и мы с Ветером насели на папика, сказали: все, вот она у нас вроде бы как на гарантии, надо с ней что-то делать, надо ее ремонтировать. Наша приставка сломалась, что нам теперь делать? Это был кошмар. А было уже, наверное, это был июль. Я помню, что вот мы отправились с ним в деревню на несколько недель вдвоем. Взяли с собой Дэнди, там в нее поиграли, все было хорошо, а потом Кердыкс, Шайтан, Узбек, война. Вот, и как раз тогда, когда папик отдал вот эту вот самую, мать ее так, лифу в ремонт, и находясь вот в этом вот ожидании, мы были в деревне, и в деревню приехали Дэн с Андреем, и привезли свою Дэнди. Это был как глоток свежего воздуха, вы знаете. Ну ладно, хватит лирики. Значит так, у Дэна мы играли во все, наверное, из этих игр, но я больше всего любил играть именно в Top Gun и в DuckTales 2. Но мы сегодня говорим о DuckTales. DuckTales, именно вторая часть, вот эта, она привлекла мое внимание, в первую очередь, чем она привлекла мое внимание, это просто фантастическим обилием секретных зон, которые, вот едва удавалось найти 1-2 зоны, ну в смысле одно или два места, где можно пройти сквозь стену и наткнуться тем самым на какой-нибудь сундук с сокровищами или еще покруче. И то, что это наблюдалось практически на каждом уровне, и вот именно это сразу так меня зацепило. И мне страшно хотелось все это исследовать, даже не столько проходить саму игру, сколько именно исследовать. Потому что когда ты не знаешь уровень, и там на самом деле большинство секретов достаточно простые, правда ведь? И именно благодаря тому, что они достаточно простые, ты не знаешь уровень, когда ты не знаешь уровень, и ты их находишь, это было как вообще офигеть. Ты нашел сундук, ты нашел жизнь, там прошел сквозь стену, там прошел через экран. Я никогда не забуду, как я находил вот этот вот секрет, когда на первом уровне вы спускаетесь ниже на этаж, идете влево и пытаетесь запрыгнуть выше стены, но вас что-то не пускает. Но Дэн знал, что там можно пройти. Он говорил: вот там вот на самом деле за экраном стоит такой кирпич, по нему надо в воздухе ударить, он отлетит и откроет тебе проход. Но вы же понимаете, что это было лето 95-го года, когда я плотно с Дэндей общался только пару месяцев. И такие фердипесовые финты, как зажать прыжок, при этом подпрыгнуть, зажать влево и нажать удар, не отпуская прыжок, чтобы ударить в воздухе по ящику, получалось, наверное, раз из 20, 30, а то и 40 попыток, понимаете? Поэтому чаще всего, когда мы играли вдвоем, все эти места показывал мне Андрей. А я уже после этого, после того, как я не знал, пытался как-то до них самому допереть и самому как-то их провернуть, вот эти вот самые финты. Но поскольку в игре было очень много закрытых зон, были такие, знаете, вот да, я не могу не вспомнить момент, когда на первом уровне, тоже зайдя в одну из секретов, кстати, чуть ли не самую первую, где лежит жизнь, я еще в те времена, в самые давние времена заметил, что за стеной, что-то есть. Но попасть туда нельзя, там просто какая-то, вот видно, что какая-то пустота там прослеживается. Даже на том старом телеке все равно это было прекрасно видно, но я никак не мог туда попасть, никто не мог туда попасть, потому что попасть туда на самом деле нельзя. А почему нельзя, я узнал уже много позже, когда появился комп. Я узнал о ней, вернее, как я о ней узнал. Я знал, что там что-то есть, и когда появилась возможность как-то хакнуть игру и посмотреть, мы увидели, что там, я увидел, что там в принципе просто шахта и ничего больше нет. На эмуляторах часто генерируется рандомный вот этот вот водопад, часто его нет, но это не важно. В общем, наверняка разработчики задумывали, гады, там секретку, ее не сделали, оставили пустоту, а вы сидите и гадаете, что там нахрен есть. Ой, но это было далеко не единственное, о чем мы догадывались в этой игре, потому что эта игра, как и многие другие игры на Денди, в которые мы играли на пиратских картриджах, была на нашем столь любимом и знакомом японском языке. О да, ребята!
Вот этот японский язык в этой игре, он столько нам нервишек попортил, потому что на каждом уровне, по всем локациям раскиданы ваши племянники, раскиданы вот эти вот фигуры винта, зигзаги там везде стоят, где-то что-то говорится в заставках в начале, после каждого уровня, а все ж на японском. И ни хрена абсолютно нельзя узнать. И таким образом, вот именно из-за того, что игра на японском, из-за того, что ни хрена невозможно прочесть и понять, для нас остались за кадром такие элементы игры, как пауэрапы в магазине, такие элементы, как сюжет вообще, завязка сюжета абсолютно нам была неизвестна, такие элементы, как сам винт, который долгое время мы абсолютно, даже Дэн и даже я, и долгое время мы вообще не знали, зачем он нужен. Потому что мы не имели понятия, что в игре есть инвентарь. Мы не знали, что в магазине можно покупать пауэрапы, которые можно потом в этом инвентаре использовать, такие как торт или сейф. Но то, что винт позволял вам прокачивать своего персонажа и добавлять его трости какой-то отдельный такой, как бы это сказать, ну в общем повышение способностей, так скажем, мы об этом не знали и только догадывались. А догадывались мы потому, что на том или ином уровне почему-то у нас то мог Скрудж разбивать кирпичи на уровнях, то он не мог этого делать. А почему, хрен его знает. Вот так вот мы играли, понимаете? Это было очень весело. И продолжалось это не один год. Ой, и вспоминать об этом вы бы знали, как сейчас об этом тяжело вспоминать, боже мой. Но тем не менее, помимо всего этого, мы не знали и то, что в игре есть вот эта вот самая карта, которую нужно собирать. На каждом уровне, как вы знаете, спрятан один фрагмент карты, и последний фрагмент можно купить в магазине. Да, многие из этих фрагментов мы находили, по крайней мере, я точно помню, что находил их на корабле, находил на водопаде, потому что они были самые простые. В замке карту я находил далеко не всегда, потому что добраться до нее очень сложно. Особенно мне в столь юном возрасте, понимаете? Вот перепрыгнуть эту пропасть, гоцая на вот этих вот ладошках, которые несут фонари, пропрыгать по ним на этой трости и перепрыгнуть эту пропасть мне не удавалось, ну, практически никогда не удавалось. И просто я не так часто пробовал это делать, потому что, как правило, жизни на тот момент у меня было мало, и мне как-то очень было как-то боязливо пробовать, потому что я вообще все свои деньги, все, что я накапливал за уровни, я тратил в магазине только на жизни. Вот на предназначение жизни мне было хорошо знакомо. Я знал, что если ее купить, тебе дадут жизнью. И я все свои деньги угроховал именно вот на вот эту вот жизнью. Но вообще, несмотря на то, что я покупал много жизни, игра не то чтобы становилась легче, она вообще сама по себе не очень сложная. По крайней мере, боссы в этой игре, которые мы тогда называли главарями, боссы в этой игре достаточно одинаковые, на мой взгляд. За все годы, которые я проходил эту игру, я не могу выделить какого-то конкретного босса, с кем мне было труднее всего воевать, так скажем. Ну, разве что я могу так сказать про босса, который на уровне острова Пасхи. Вот этот вот здоровенный такой каменистый мужик, которого надо раздолбать, и тогда он высунет какую-то лампочку, по которой нужно ударить, и тем самым нанести ему удар. Чаще всего, это вообще был, наверное, самый рандомный босс. Он долго любил изводить нас тем, что он стрелял рукой и не хотел бить ногой по полу, чтобы попадали камни. Мы часто тратили на нем жизнь, да, мы на нем сливали. Но в остальном боссы все они такие, по сложности, в принципе, они одинаковые. Не могу ничего сказать об этом. Вот, но поскольку я уже говорю, что я играл в эту игру исключительно у Дэна, моя приставка все еще находилась в ремонте. Так продолжалось достаточно долго, но дело в том, что Дэн приезжал в деревню только на лето, понимаете? Он побыл где-нибудь так, ну, может быть, месяц. Через месяц уехал, забрал с собой этот картридж, а в Ростове ни у кого абсолютно из моих друзей этой игры не было. Ровно как и первой части. И играть я вот именно во вторую часть DuckTales мог только в деревне, только летом, когда Дэн приезжал на лето и привозил с собой Дэнди. Именно так, собственно,
я с ней и общался. Это было летом 95-го, летом 96-го, летом 97-го, летом 98-го. И больше никогда из других времен года я в нее не играл. Потому что Дэн мне этот картридж не давал. Я встречался с ним только летом в деревне, приходил к нему, и мы играли в него. И вот именно вот за эти годы, когда они шли, 95-й, 96-й, 97-й год, когда я к нему приходил, вот именно таким образом, играя в него, я в конце концов эту игру и прошел. Но, разумеется, он тоже приходил при мне эту игру. Можно сказать, что мы делали это вместе. Он как бы был более прошаренный, наверное, в этом отношении, и он много мне чего советовал, много говорил, где как можно пройти. И я не могу ничего сказать о сложности этой игры как таковой. Я вот могу сказать то, что я полюбил, по крайней мере, игру DuckTales, и не столько за атмосферу самой игры, сколько именно за атмосферу игры в нее. Когда вот это вот жаркое лето в деревне, когда я приходил к Дэну, мы вместе играли, это было очень круто. А потом, когда мою приставку отремонтировали, не отремонтировали, мне ее поменяли на другую лифу. Когда у меня уже в деревне была тоже рабочая приставка, я брал у него картридж и играл в него у себя дома. Вот так вот каждое лето продолжалось мое общение и покорение, собственно говоря, игры DuckTales 2. Сколько помню, я всегда начинал с рандомных уровней. Я никогда не выводил для себя какой-то алгоритм, какую-то последовательность прохождения. Чаще всего я начинал, конечно, уже потом начинал с водопада, потому что он просто рандомно выбирался первым на экране. Но до тех пор я начинал с самых разных уровней, начинал с корабля, я начинал из замка, начинал из острова Пасхи. И именно поэтому, что не был выработан этот самый алгоритм прохождения, при котором ты сможешь брать последовательно каждого винта и тем самым можешь открывать для себя все новые и новые секретки благодаря этим способностям. Именно из-за того, что этого всего не было, я и в итоге карту не собирал целиком никогда. За все время игры мною Господи боже мой, за все время игры в эту игру, грубо говоря, я находил карту абсолютно везде, кроме уровня Египта. И сейчас, вот честно, я не могу никак сейчас вспомнить, почему я не мог пройти Египет после водопада, чтобы разбить вот эти кирпичи, ну, взять там винта, разбить кирпичи и найти последнюю секретку. Сколько я помню, сколько бы я ни играл, все равно каждый раз в этом моменте у меня Скрудж не мог разбивать эти кирпичи, и поэтому я не мог никак взять вот этот вот самый последний фрагмент карты. Но помимо этого, в магазине ведь тоже продавали фрагмент карты, а я его тоже никогда не покупал, потому что все свои деньги, как я уже сказал, я тратил именно на жизни. И вот, поскольку не было абсолютно никакой информации о том, зачем нужен винт, поскольку не было информации, зачем нужно собирать карту, в большинстве случаев мы на это дело, ну, по крайней мере, я на это дело забивал. Я собирал за всю игру, может быть, 3-4 фрагмента карты, и что же таит в себе эта карта, я узнал уже в 2000-х годах, уже когда у меня появилась своя копия этой игры на приставке, когда я поравнивал ее на эмуляторе. Ну ладно, не будем забегать вперед, сейчас я об этом тоже вам расскажу. Короче говоря, вообще, конечно, помимо японского языка, можно припомнить очень много моментов, связанных с тем, что мы играли в эту игру на черно-белом телевизоре. Разумеется, в большинстве игр черно-белая гамма не влияет как таковое на прохождение и на достижение каких-либо способностей. Доктор Марио не в счет. Но вот в этой игре, что мне запомнилось, был один такой момент, где, не имея цветного телевизора, понять, в чем суть, невозможно в принципе. Это то самое место на уровне острова Пасхи, где расположена секретка с колоннами, где, чтобы поднять остров вверх и чтобы ушла вода, в общем, грубо говоря, из нижней его области, тем самым достать секретку, тем самым достать карту, нужно было расположить между колоннами вот эти вот какие-то такие, ну, какие-то маленькие колонны, да, такие цилиндры. Вот, но мы всегда это делали методом научного тыка, по крайней мере я. Мне Дэн об этом не говорил, я у себя дома помню, что пробовал старательно всякие разные варианты, у меня никогда практически не получалось, уже много позже у меня это получилось. Но на самом-то деле, блин, на этом уровне есть подсказка о том, как это сделать. Эта подсказка не заключается и не связана никак с японским языком.
Эта подсказка вот на вот этом вот самом экранчике, где стоит утенок, и говорит, что посмотри, вроде бы, он говорит что-то подобное, что посмотри, вот, типа какая-то странная подсказка, надпись на стене. И только на цветном телевизоре можно увидеть, что вот эти вот 5 плит имеют цвета, и конкретные средние плиты покрашены в другие цвета и показывают вам, какие колонны нужно раздолбать, в какие колонны, какие вот эти вот ямки поместить эти цилиндры. Вот эта секретка абсолютно никому не была известна до тех пор, пока не появились симуляторы. Потому что мы играли все сплошь в черно-белом цвете, и с Дэном мы играли в черно-белом цвете, и у себя дома я играл в черно-белом цвете, и никто понятия не имел, что вот это вот как-то связано. Мы думали, что это просто какая-то такая прикольная декорация, почему бы нет, на уровнях нигде ничего такого нет, очень забавно. А оказывается, разработчики вот так вот поместили подсказку к секретке, и эту подсказку ровно как... Они небось написали об этом, они написали об этом по-японски, подсказки каждого утенка, и они показали еще вам цветом, ну, всем вам, понимаете, условия для того, чтобы разобраться. Но мы такие супер русские пацики, мы играли только на черно-белом, и мы не знали никто японского языка, поэтому это был самый настоящий хардкор, который не снился нигде больше ни в какой стране. Блин. Ой. На самом деле, когда я впервые прошел игру DuckTales 2, я не помню. Может быть, у меня ушел на это год, может, мне понадобилось 2 лета. Но я еще играл только летом. Вот честно, ну не могу вспомнить. Но могу вспомнить только то, что я никогда не собрал всю карту. Я тратил очень много жизней. Мне иногда удавалось проникнуть в секретку на острове, когда совпадало таким случайным образом то, что я мог разбивать камни на этот момент, и я мог добраться до обрывка карты, но в Египте я, не повторюсь, не брал карту никогда, и узнал о том, что там находится в этой области, уже когда появились симуляторы. Но помимо всего этого, я абсолютно ничего не подозревал о секретном уровне, что в игре есть еще и 6-й секретный уровень. Я ничего этого не подозревал, потому что я не собрал карту, потому что неоткуда просто было об этом узнать, и никто из моих друзей об этом не знал. Вообще жили в полном неведении, мы несчастные люди. Сейчас как вспомнишь об этом, обо всем, блин, аж сердце кровью обливается, над нами издевались, блин. Не могли, блин, такую игру перевести на русский язык. Блин, ну ладно, не будем об этом. Короче говоря, секретный уровень DuckTales 2 абсолютно был мне неизвестен, абсолютно никому он был из моих друзей неизвестен, но однажды, где-то году в 98-м, мне один из моих друзей, уже не помню кто, уже не помню откуда, но однажды принес такую вот интересную вырезку из журнала, которую я вам сейчас покажу. Вот посмотрите. Перед вами страница, на которой изображена половина пути прохождения того самого секретного уровня, о котором я на тот момент совершенно не догадывался. Вот именно в таком обрезанном, можно сказать, оборванном виде она поступила ко мне, и никаких подсказок и пояснений о том, что это как раз таки есть сверхсекретный уровень подземелья с сокровищами, никаких подсказок об этом здесь нет. Здесь всюду написаны только пояснения типа, вот если пойти туда, там можно взять вот это, в этом чемодане это, вот тут надо высоко прыгнуть и так далее. И вот именно в таком виде она у меня и лежала, и я ее долго рассматривал. И всякий раз, когда я ее рассматривал, чем детальнее я это делал, я все больше и больше убеждался в том, что передо мной не что иное, как уровень замок. То есть тот самый замок, в котором тоже можно найти обрывок карты, с той самой пропастью, которую я долго не мог перепрыгнуть. И я все больше и больше убеждал себя в том, что я вижу перед собой именно вот какую-то фрагментарную часть того самого уровня. На самом деле это не мудрено, потому что я-то играл всю жизнь в черно-белом цвете, ну, все детство, да, я играл в черно-белом цвете в эту игру. И глядя на вот эти картинки, мне ничего не стоило предположить и заверить себя в том, что уровень замок-то как раз таки выглядит вот в этих вот зеленых тонах, как нарисовано здесь. И поэтому абсолютно безо всякой задней мысли я, рассматривая вот эти вот все закоулки, все эти места, я все больше пытался найти какие-то знакомые мне локации.
То есть какие-то знакомые мне места на уровне, где я вот точно могу бы сказать, что вот я был, да, вот это действительно замок. И, кстати говоря, это очень даже неплохо у меня получалось, потому что фрагментарно те или иные места все равно похожи на уровень замка. И я как-то вот, да, вот здесь вот я точно был, да. А вот то, что там, если спрыгнуть дальше и пойти в другую сторону, то, что там такого просто быть не могло, я это как-то можно сказать, опускал, не обращал на это особого внимания. Но все равно, чем больше проходило времени, вот она у меня была только вот эта вот страница, понимаете? Тут, кстати, на обратной стороне тоже изображена половина, даже нет, это изображен последний уровень, карта последнего уровня, где надо биться с Флинхартом Глонгольдом. Но заметьте, на ней написано уровень 7 корабль. Уровень 7. А я никогда даже и не думал о том, и никогда даже не пробовал считать, сколько всего в этой игре уровней. И что если посчитать, то уровень подземелья, тот самый секретный, будет 7 уровнем. У меня это как-то тоже прошло мимо внимания, и даже вот это вот, можно сказать, единственная подсказочка, которая была на этой страничке, вот этой вот странички у меня не было, она у меня была одна. Вот эта единственная подсказочка тоже мне ничего особо не сказала. И только спустя многие годы выяснилось то, что эта страница была взята вот с этого вот журнала Денди Новая Реальность. Это был номер 12, тот самый легендарный 100-страничный экземпляр, где в середине был подробный рассказ об вот этих вот самых уровнях с полным описанием прохождения каждого. Ну тут, правда, это вторая часть, здесь их только 3. И вот именно отсюда, в середине, и была тогда взята вот эта вот страница. И эту страницу я никогда не видел. И именно на этой странице написано, что это уровень 6, что это подземелье, что сюда можно попасть только если вы соберете все 7 кусков карты. Это секретный проход, он откроется, вы увидите его на карте. Вот если бы так получилось, что вот эта вот страничка, вот эта страничка мне досталась, а не вот эта, вы представляете, как бы все в моей жизни резко поменялось в отношении этой игры. Ну вот это, что называется, сама судьба. Сама судьба так соблаговолила, чтобы я ничего об этом уровне не знал. Рассматривая как идиот вот эту вот страницу, я был уверен, что это замок. Но да, со временем все-таки не буду лукавить, со временем мне начало казаться, что он какой-то неправильный, что что-то здесь не так. Но поскольку я не мог это проверить прямо вот воочию, потому что картриджа у меня не было под рукой, я не мог сравнить. Я уже не помню, когда я эту страницу делал, но она у меня пролежала не так уж и долго. И вот когда я узнал о том, что уровень 6, здесь он называется уровень 6, что секретный уровень существует, я узнал об этом уже, господи боже мой, в тот самый год, когда я знакомился с эмуляторами. Все свои тайны игра раскрыла именно с приходом эмуляции, потому что, поиграв впервые, можно сказать, в цвете, имея возможность сохраняться и поиграя на английской версии игры, вы не представляете, как все моментально сразу стало ясно. И какие открытия просто несла в себе эта игра, когда у тебя есть полный доступ к информации, ты можешь понять абсолютно все, что для чего нужно. Представляете, какой был шок, когда я узнал, что если купить сейф и умереть, то деньги у вас не заберут. Это был шок на самом деле. Вообще, вот тогда, когда появилась эмуляция, каждую игру сопровождал подобный шок, понимаете? И DuckTales 2 не исключение в этом отношении. И поэтому, поскольку каждая игра очень сильно так действовала на меня, когда выяснялось то, до чего просто додуматься было нереально, и игра DuckTales 2 попала под эту раздачу, и в тот же самый момент я поиграл впервые и в первую часть DuckTales. Я вообще, знаете, я сейчас сижу и думаю, вот всю жизнь так на самом деле. Я не знаю почему, но со всеми самыми такими наивыдающимися хитами, будь то в области кинематографии, будь то в области игр, я всегда знакомился именно начиная с продолжения. И первую часть, завязку, начало я всегда узнавал уже после. Я не знаю на самом деле, вот хорошо это или плохо. Потому что когда я впервые поиграл в первую часть DuckTales, она, конечно, показалась мне немножко такой бледноватой копией, что ли, второй, тем более это усложнение, где, чтобы сделать прыжок на трости, нужно обязательно зажимать вниз, я к этому очень долго привыкал, но было все равно
вот не представляете, вот когда страшно интересно узнать, с чего все началось. Это тоже на самом деле не менее круто, чем узнать, чем же все продолжается. Поэтому вот такая вот иная, можно сказать, сторона осваивания мною этой игры, она тоже поспособствовала очень даже неплохим образом. И поэтому, и вообще по сей день игра DuckTales 2 для меня, она как бы самая такая, она очень долго парила меня вот этой своей загадочностью, и только тогда, когда я на эмуляторе смог найти все секретки, когда я смог узнать, что для чего нужно, я смог найти этот секретный уровень, я смог обойти его вдоль и поперек, и даже тогда, когда все это удалось, я вроде бы успокоился тем, что все, я наконец-то знаю об этой игре все. Теперь все, можно спать спокойно. Она у меня появилась тогда уже и на картридже, я был этому очень рад. Я проходил ее многократно, это было все супер. И даже тогда все равно в игре было то, чего я не знал. И узнал только буквально года 2 назад. Или 1,5. То, что в этой игре есть секретная концовка. Та самая концовка, в которой если собрать 0 денег, сумму равную нулю, только в этом случае вы увидите сверхсекретную заставку, на которой изображен Флинкард Гломгольд, который говорит, что ха-ха-ха, Скрудж, теперь я самый богатый селезень в мире, а ты все просрал, и так далее. Даже вот об этой концовке я узнал впервые вот совсем недавно. А прошло-то без малого, извините меня, уже больше 15 лет. Уже 17 лет, уже почти 18 лет прошло с тех самых времен, когда я ознакомился с этой игрой. И вот именно это тоже неотъемлемая, можно сказать, деталь вообще многих любимых мною деннисовых игр, когда ты находишь, спустя очень многие годы, находишь все равно что-то, о чем ты не знал. И именно это тоже вызывает те самые эмоции, те самые эмоции покорения, осваивания каждой игры, которые ты испытывал в детстве. Это на самом деле просто замечательно. И даже сейчас, когда вот совсем недавно вышла новая игра DuckTales Remastered, которая является своеобразным ремейком первой оригинальной игры на NES, даже играя в нее и переигрывая все равно во вторую часть на Денди, все равно невольно вспоминаешь те самые эмоции, когда очередная секретка на уровне преподносила тебе сюрпризы. Это было чрезвычайно увлекательно и необычайно. И я очень рад тому, что в нововышедшей игре DuckTales Remastered тоже много измененные локации тоже подсовывают такие, подбрасывают такие сюрпризинки, когда ты находил ту или иную секретку и страшно этому радовался, ты можешь вновь это пережить, поэтому я вам всем советую, поиграйте и в новую версию, и, разумеется, не забывайте старую, потому что из всех игр на Денди, которые содержали в себе вот этот вот квестовый элемент такой adventure с освоением, ну, в смысле, с поиском различных секретов, с поиском сокровищ, она, безусловно, наверное, уникальна для 8-битного формата. И даже в сравнении ее с первой частью, она, как бы, вообще первая часть была в свое время, конечно, прорывом, имея вот такой вот геймплей, да, но вторая часть, она очень здорово его расширила и очень дополнила его великолепной атмосферой мультсериала, атмосферой всех вот этих вот диснеевских персонажей. Это все равно, это великолепно на самом деле. Поэтому я очень вам советую, поиграйте обязательно и в первую, и во вторую, поиграйте в Remastered, и безусловно он вам поможет вспомнить те самые эмоции, которые мы испытывали, играя в самую родную игру DuckTales 2. Ну вот такими были мои воспоминания, связанные с утиными историями. Спасибо вам огромное, что вы меня выслушали. Это был 9-й выпуск Dendy Memories. Мы с вами увидимся очень скоро. Заходите на Киноманию, играйте в Dendy, смотрите и играйте в утиные истории. Всего самого наилучшего и до скорых встреч.